Ну, вообще роль таких организаций, как ВФН или Белорусская незалежная киноакадемия, в том и состоит, чтобы объединить необъединимое и избегать вот той самой изоляции, преодолевать эту изоляцию. Потому что цель, белорусский кинематограф, он, конечно, находится в таком очень сложном положении. Это, наверное, такое, знаете, как проклятие партизанской жизни, быть вечными партизанами, быть в вечном подполье и у себя на родине, и за ее пределами, и всякий раз как бы доказывать свою состоятельность. Но в этом случае как бы вот эти все драматические события, они во многом послужили вот таким большим плюсом для вот такой попыток найти эту сплоченность внутри этого разрозненного большого организма. И вот от того, что есть этот определенный общий знаменатель для кино, это само кино является объединяющим. И именно то, что понимание, что быть одиночками и выжить в одиночку в этом мире уже практически невозможно. И то, что даже если наш такой как бы всплеск независимого кино произошел в такую вот эту дигитальную революцию, когда уже не было необходимости иметь какое-то такое очень серьезное финансирование и быть привязанным к каким-то студиям национальным или независимым, или частным, то все равно со временем, вот, чтобы вырасти уже вот из этого формата такого частного, приватного, независимого кино и стать частью вот этой большой как бы глобальной индустрии, для этого все равно нужно объединять эти усилия. И БФН, и киноакадемия, конечно, дают в первую очередь толчок к возможной интеграции, в том числе в это европейское пространство кино. Это самое главное. Поэтому вот сейчас присутствуем тоже на вот таком именно как съезде, да, это становится уже как бы доброй традицией. Это имеет определенные как бы разные секции: индустриальную, дискуссионную, лабораторию. Здесь есть все то, что вот создает такую как бы микромодель вот этого индустриального пространства, которое, ну, в общем-то, является универсальным для всего мира. Вот через эти такие маленькие университеты дает вот эту самую важную интеллектуальную нагрузку и подключает, опять же, к вот этому более сложно устроенному европейскому индустриальному пространству. В действительности, любой фестиваль, самый желанный, не знаю, Каннский, Венецианский или Берлинский фестиваль, это верхушка айсберга, верхушка, маленький кончик. А вот сама основа находится там внизу. Это нижняя часть, это и есть вот это индустриальное поле, которое состоит из лабораторий, питчингов, мастер-классов, из определенных дискуссий, из разговоров тет-а-тет, даже из так называемых коктейлей. Потому что индустрия базируется в первую очередь на узнавании. Чтобы тебя узнали, чтобы тебя заприметили. Для этого необходима не только демонстрация твоих определенных талантов. А эти таланты должны быть восприняты, они должны быть в какой-то степени достигнуть какого-то универсального значения. А рождает это все как раз вот это поле индустриальных разговоров, индустриальных встреч, индустриального образования. Поэтому так называемое вот это вот ателье. И в этом смысле, когда мы говорим уже вот в этой конечной стадии, да, вот этих фестивальных отборов, когда все это проводится, во многом учитывается вот как раз вот эта вовлеченность автора вот в это информационное поле индустрии. Насколько эти проекты на слуху, насколько эти проекты имеют ли они своего фестивального, насколько они имеют своего вообще дистрибьютора, насколько у этих картин есть потенциал. Потому что индустрия — это не только творчество, но это в том числе и деньги, в том числе и определенные коммерческие вопросы. Это рынок. Как на любом рынке, товар имеет свою цену. И хотя это не очень красиво говорить, кино хотелось бы все равно, чтобы это было не товаром, а это было чем-то иным, произведением искусства, но тем не менее и Мане, и Пикассо, и кто угодно, они тоже имеют свою стоимость.
Опять же, нас, конечно, во многом как бы не то чтобы учили, но всегда призывали к тому, что творчество выше экономики и прочих моментов. Но раз мы живем в такое время, есть такие правила игры, их надо хорошо усваивать. Это усваивание во многом способствует, опять же, в деятельности и БФН, и БИФы по той простой причине, что за счет вот этого объединения, за счет того, в какой степени в объяснения, разъяснения, образовательного такого просветительского статуса и защиты, в том числе интересов белорусских кинематографистов на европейской арене, опять же, я так немножко, мне просто БИФа больше понятно и знакомо, я являюсь как бы частью этого борда. Я знаю, что многие вещи осуществляются, скажем так, кулуарно через вот эту кооперацию и тоже солидаризацию с европейскими киноинституциями и в том числе академиями, которые во многом тоже способствуют вот в как расшифровке, дешифровке вот этого кода, что такое белорусское кино. При том, что нас могут персонально знать очень многие, но проблему нашей страны, нашей ситуации, она не столько, что называется, очевидна. И поэтому во многом вот фестивали, крупные фестивали, если вы просто обратите внимание, количество фильмов из Восточной Европы, оно минимально. Количество экспертов, работающих в отборочных комиссиях того же Каннского или Венецианского фестиваля, да и даже Берлинале, это тоже минимум. Их очень мало. И иногда это приводит к каким-то определенным казусным ситуациям, иногда это приводит даже к своего рода скандалам. Но, с другой стороны, как говорится, под лежащий камень вода не течет, и если не стараться и не прилагать усилия вот в этом продвижении, да, вот этого белорусской ситуации, белорусского случая, уникальности в какой-то степени. Мы даже в этом плане не сопоставимы ни с Украиной, ни с Казахстаном, ни вообще ни с кем, ни с каким иным регионом вот этого бывшего советского пространства. Есть ли будущее у белорусского кино, это во многом зависит от самих кинематографистов. Объединение, союзы, институции, съезды, любая инициатива — это такая подпорочка, это просто такая, ну, как бы поддержка. Может быть, даже это в какой-то мере и не облегчает эти стоящие задачи перед кинематографистами, потому что, опять же, драматизм Беларуси состоит в том, что, ну, допустим, на чисто государственном уровне нет никаких соглашений. Вообще их просто не существует. Нет так называемого даже закона о кино элементарного, который был бы, ну, условно говоря, рассчитан, направлен в пользу и в интересы самих кинематографистов и самого этого бизнеса, внутреннего бизнеса. Не говоря уже о том, что нет закона о копродукции. И сталкиваясь с этими барьерами, можно сказать, которые они непреодолимы. Это решается не на уровне творческих инициатив, не на уровне профессиональных союзов, это решается на уровне юридических межгосударственных институций, что в нашей ситуации практически равно, все шансы таких союзов равны нулю. Но поиск ситуации, выхода из подобной ситуации, это, как сказать, это вещь все равно необходимая. И пока жив последний кинематографист, думать об этом все равно, как выпутаться из этой ситуации, выкрутиться, очень нужно. Выход, конечно, в какой степени есть. Есть выход интегрироваться, вообще слиться, мигрировать под ту территорию, на которой мы живем. Но это, наверное, скажем так, не то, что самый легкий, это, наверное, самый такой, вернее, самый показательный, самый очевидный путь развития. Но при этом, наверное, самое главное, уметь сохранить вот эту какую-то свою аутентику, сохранить какой-то свой определенный код, национальный код, который белорусы в какой-то степени начали культивировать и, вернее, почувствовали, ощутили через события августа 2020 года. И, может быть, опять же, вот зная, понимаете, и неся это в себе, можно
сохранить эту какую-то определенную белорусскость и будучи польским режиссером, литовским режиссером, не обязательно при этом рассказывая историю про Полесье или рассказывая историю, исключительно какую-то белорусскую историю любви или войны. И, собственно, этого, кстати, мир добивается, по большому счету. Поэтому вот раскрыть себе, найти в себе это, вот эту формулу, ее не подскажет ни Канны, ни Венеция. А вы можете подсказать Каннам и Венециям. И они это увидят и сразу это возьмут. Скажу честно, пока не вижу выхода из этой ситуации, именно по той простой причине, что вот этот вопрос копродукции все равно упирается в эту государственную модель сотрудничества. Потому что просто так очень примитивно, если говорить, если законы о копродукциях, которые существуют, они дают определенные послабления, они дают какие-то определенные, тоже оказывают определенную поддержку, в том числе и в продюсерскому цеху. Соответственно, это как бы тоже заметно облегчает поиск дополнительных денег и процесс вообще создания фильма. В нашем случае мы не обладаем такой возможностью, у нас нет этих рычагов. У нас нет рычагов на уровне того, что вызвать заинтересованность француза, немца или поляка, которые бы вложились в это производство, понимая, что они с этого будут иметь определенную преференцию. И здесь это либо, вот, скажем так, это либо такая какая-то совершенно безумная авантюра, в которую пускаются люди, исходя из каких-то своих глубоко персональных отношений и впечатлений и отношения к авторам, к Белоруссии там, или прочее. Как мне кажется, это просто попытка, как вот я перед этим говорил, попытка все равно войти вот в эту другую индустрию, будучи белорусом, войти просто в эту другую индустрию на правах, не знаю, польского или, опять же, литовского или немецкого автора. И работать вот таким вот образом, рекомендовать себя и пытаться завоевать эту свою репутацию, уже работая на вот этом другом рынке. Есть, конечно, опасность этого поглощения или растворения в этом поле и пространстве, но сейчас, как говорится, вот в тех условиях, в которых мы находимся, наверное, трудно говорить о чем-то другом. Вот просто, если так быть, если смотреть очень так объективно и не идеализировать эту ситуацию. С другой, опять же, стороны, все равно в этом есть свои именно плюсы, потому что это плюс образовательный. И даже если, я просто так допускаю, даже если какое-то поколение, допустим, кинематографистов окажется слишком, ну, скажем, поглощено в Европу или в какой другой регион и станет как бы частью этого сообщества. Потому что мы знаем очень много, кстати, белорусов, которые работают в Италии, которые работают в Германии, которые никак не связаны, не сопряжены со своей деятельностью, ни с белорусскими проектами, ни с белорусскими темами, тем не менее, будучи такими просто этническими белорусами или рожденными в Беларуси, то, может быть, я так думаю, и которые имеют репутацию в такую уже достаточно весомую в мире, то я не исключаю, может быть, в этом тоже будет направлена деятельность вот таких институций, как БФН или БИФА, на выстраивание уже такого менторства определенного. То есть они могут быть воспитателями следующего поколения белорусских кинематографистов, которые все равно будут, несмотря ни на что, рождаться и, соответственно, нести в себе вот этот белорусский корень и белорусский код, но они будут получать это знание не только уже, скажем так, от более отчужденных представителей другой нации, они будут получать эту информацию все равно от людей, у которых вот есть какое-то определенное кровное родство, оно будет присутствовать, соответственно, эта коммуникация, может быть, она будет в этом плане проще выстраиваться, даже с точки зрения языка. Вот в этом я вижу такой определенный позитив, вот в этом таком довольно пессимистическом пространстве. Но из этой черной воронки, вот этой черной дыры, мне кажется, выход будет по-любому найден. Разные случаи могут предоставлять разные возможности. Цель, скажем, вот
существующих вот институций, белорусских, независимых, незалежных этих институций, они во многом все-таки вот именно базируются, почему? Вот на этом первом процессе объединения, такой определенной солидарности. А авторы в том числе не должны чувствовать себя вот в этой определенной изоляции, в том числе и культурной изоляции, в этой коммуникативной изоляции. Во-первых, потому что всех объединяет все равно вот это языковое поле. Это очень важно. Во-вторых, общаясь и коммуницируя с определенными европейскими институциями, европейскими фондами, то, что, условно говоря, не всегда можно сделать в одиночку, да и не нужно это делать, в этом смысле это тоже такая есть большая подмога. Вот мы сейчас здесь находимся, да, Симона Бауман дает свой мастер-класс. Хотя ее деятельность связана с продвижением немецкого кино, но, опять же, знание ее вот этого рынка европейского, оно дает замечательный шанс получить этот фидбэк непосредственно, вот, условно говоря, режиссеру-одиночке, который приехал именно сюда. И, соответственно, таким образом здесь одиночки тоже объединяются в определенные как бы коммуны. Здесь есть возможность просто попить кофе, поужинать, поветь, поспорить, подискутировать, подышать воздухом, но делать это, опять же, совместно. Соответственно, сегодня я знаю 2, послезавтра я знаю 10 уже человек. А через этих 10 человек, как-то закон этих рукопожатий, я так дойду до чего-то еще большего. Вот это объединение, оно необходимо, но оно в какой-то степени является просто таким определенным трамплином, где дальше каждый определяет для себя свою собственную, в том числе как бы и судьбу. И это тоже как бы чисто психологический факт. Надо тоже учитывать, что кинематографист вообще творческая личность, не обязательно экстраверт. Это может быть как раз человек более замкнутый, более закрытый. Но кино — это в какой-то мере как фабрика, да, все равно это объединение людей. И в этом смысле это в какой-то степени тоже такая определенная подмога, потому что, создавая вот эту компанию или коммуну внутреннюю, ты можешь встретить, режиссер может встретить сценарист, сценарист может встретить оператора, оператор может встретить, ну, то есть, соответственно, вот продюсера. Вот, есть вот это объединение, которое таким образом выпистывать свое вот это детище и подарить его окружающим, поделиться с окружающим. Это не кинематограф, это не, как сказать, не мамы-одиночки, вот в данном случае. Это такие полноценные семьи, в которых может быть все, но которые как ячейка, вот как врозь, существовать не может.